Сегодня 26 октября 2025 года, и всем привет из Одессы. Смотрите, какая у нас сегодня мрачная погода. Наверное, еще немножко и пойдет дождь. И очень сильный ветер сорвался, так быстро плывут облака. У нас вчера был такой красивый день, солнечный, теплый, без ветра, просто потрясающий. Ну, а сегодня погода начала напоминать, что все-таки через пару дней уже ноябрь. Но, тем не менее, видите, никого это не останавливает. Сегодня воскресенье, и по городу гуляет много людей. Дорогие наши и любимые зрители, всем привет! Привет! Приехала в горсад. Ветер, конечно, сносит голову, листья сыпятся со всех сторон. Но хотела сказать, что в этом году просто невероятно красивая, такая желтая, настоящая золотая осень в Одессе. И, конечно, максимально вам хочется это показать. Так сыпятся листики, красиво. Не все время гуляют в центре города, и не каждый был в Одессе, поэтому всегда вам хочется показать все самое красивое. А это Клара Бара, известный ресторан в Одессе, и находится он здесь, прямо в горсаду. Некоторые столики заняты, все-таки, несмотря на плохую погоду, люди сегодня отдыхают. Мы с вами недавно посещали фестиваль пива, ну а сейчас в Одессе проводится фестиваль вина. Он с пятницы по воскресенье, сегодня воскресенье, раньше я не успела приехать, но тем не менее, думаю, что винишко там еще осталось. Как же красиво! Обожаю осень, именно когда все листики еще на деревьях, и они все разных цветов, потому что буквально пару недель, в связи с тем, что такие ветра в Одессе, думаю, все будет лысым скоро. Так. В летнем театре, там уже, где был фестиваль пива, как я уже сказала, проводят фестиваль вина. Сейчас посмотрим, кто захотел сегодня согреть душу вкусным українським вином. Наша Україна дуже багата країна на всякі смаколики. Так, третий день фестиваля, но тем не менее людей здесь не меньше. Ой, начинается дождь. Фестиваль вина в Одессе продлился целых 3 дня, но сегодня он уже подходит к концу. Так что кто не успел, тот точно уже опоздал, и нужно ждать следующий. Одесса – это город, который идеально подходит для проведения такого мероприятия, как винный фестиваль. И все это не просто так. До 70% украинского вина производится в Одесской области, которая является лидером виноделия в Украине. Существуют даже целые винные туры по Одесской области. Можно поехать на экскурсии, различные винодельни. До того, как у нас появился блог, еще до войны, мы когда-то ездили в Центр культуры вина Шаба, который находится в Одесской области. И поверьте, это очень было интересно. Особенно была интересная дегустация, потому что после нее настроение просто поднялось в разы. Большое количество крафтовых сыров, потому что все знают, что под вино сыр – одна из лучших закусок. Конечно, я не могу без приключений, и начался дождь, причем сильные капли очень крупные, но я как всегда подготовилась, когда сегодня воскресенье, выходила снимать видео из дома, увидела эти тучи и поняла, что если не возьму зонтик, то могу не угадать и точно промокнуть. Поэтому, видите, нужно быть сейчас в Одессе подготовленным. В Одессе в этом году осень вот такая, как она есть. Реальная осень, холодная и дождливая. Ну, возможно, это хорошо. Дай бог, чтобы в области тоже был дождь. Тогда у нас в Украине будет хороший урожай на все. І будемо з вами їсти смачний український хліб і пити найсмачніше українське вино. Несмотря на дождь, людей все равно много. Сильный ветер, тучи, холодная погода, ничего не пугает людей, которые действительно хотят вкусно поесть и выпить хорошего украинского вина. Все спрятались под зонты и едят вкусную еду. Посмотрите, фестиваль живет, это 3-й день фестиваля, как я уже говорила. Поэтому
людей, наверное, поменьше. Добрый день, заходите, дадим интервью. Очень все вкусно. Да. Рыбка очень вкусная, вон, пожалуйста, там можете взять. Морепродукты очень хорошие. Спасибо. Из выпивки вишневочка тоже у девочки очень хорошая. Пожалуйста, мы вам можем продать. Чуть дороже будет, но ничего, без очереди. Спасибо. Когда выпьешь, всегда просыпается аппетит, поэтому на фестивале об этом тоже позаботились. Посмотрите, и колбаски, и шашлыки из различных сортов мяса, все, чего душа пожелает, все есть. Знаете ли вы, что вино считается одним из самых благородных напитков во всем мире, и виноделие берет свое начало еще с незапамятных времен. Вино известно людям более 8000 лет назад, и некоторые даже сейчас не представляют своей жизни без него. Самая старая бутылка вина в мире была найдена близ немецкого города Шпайер и датируется 325 годом нашей эры. Экспонат сейчас находится в историческом музее Пфальца. Вино – это не только вкусно, не только способ расслабиться, но это еще и напиток, в котором очень много полезных свойств. Особенно красное вино безумно полезно для здоровья человека, но главное его употреблять в умеренных количествах. Оно положительно влияет на здоровье сердца и сосудов. Красное вино – это очень мощный антиоксидант. Вино помогает пищеварению и обмену веществ, улучшает здоровье кишечника, а также обладает другими полезными свойствами. Поэтому всегда полезно немножечко выпить красного вина. Недолго я была на фестивале вина, потому что на таких мероприятиях нужно обязательно выпить то, что предлагают. Ну, алкоголь я сейчас пить не буду. Плюс я приехала сюда сегодня одна, а одной, как-то, знаете, даже не совсем интересно. Нужна компания. Многие спрашивают, куда пропала Ирина. Ирина заболела. У Ирины сильная простуда, не знаю, то ли это вирус, то ли это из-за того, что похолодало, но у нас уже переболела вся семья. Так что одевайтесь потеплее, не взаимодействуйте с людьми, у которых простуда, и не болейте. Ветер сдувает с ног, и я никогда не думала, что на Дерибасовской сегодня будет столько людей. Но так уже устали все от стрессовых ситуаций, от сложной жизни, что в выходной день каждый хочет провести как-то с пользой, чтобы были какие-то приятные воспоминания, поэтому многие все равно вот приезжают гулять. Уже собаки, посмотрите, балдеют. Не знаю, не знаю, что это, у них такое хорошее настроение, но они, вот посмотрите, радуются жизни. Кстати, участились в этом году случаи укусов животных в области, в Одессе. И вот у Ирины подругу за городом тоже укусила собака, причем небольшая, но очень глубокие укусы, и прям их зашивали. Поэтому будьте осторожными и лишний раз животных не провоцируйте, чтобы они вас не покусали. Ой, в горсаду еще работает фонтан. Высадили цветы. Красота. Я аж отсюда слышу, что предлагают экскурсии. Я думала, уже сезон на экскурсии закончился, но на самом деле нет. Дождь, не дождь, все равно желающие есть. Так, Леонида Утесова здесь окружили. У него фотосессия, как обычно. А вот экскурсионные машинки и еще ждут клиентов. Слышите? Экскурсия по Одессе отправляется. Вот так вот. На Дерибасовской, посмотрите, тоже есть люди. Многие приходят просто прогуляться. У нас сегодня тихий день. Ночью было много воздушных тревог, но, к счастью, в городе было все спокойно. Вот и сегодня все спокойно. Пока. А это уже не может не радовать. В Одессе, наверное, будет деревопад. Я сложила зонт, потому что ветер мне его просто сломает, пока дождь немного остановился. Очень сильные порывы ветра.
когда в Одессе сильные порывы ветра, то это практически всегда значит, что в каких-то районах где-то упадут какие-то деревья. Поэтому в такую погоду предупреждают всех. О, посмотрите, сколько людей катается, класс. Поэтому в такую погоду предупреждают всех соблюдать меры безопасности и не оставлять под деревьями автомобили и желательно самим там не ходить. Так что, одесситы, кто сегодня смотрит наши видео, будьте осторожными сегодня и завтра. Работа на Дерибасовской кипит. Когда не приеду, здесь все убирают. Раньше такого не было, ну а сейчас стараются везде наводить порядок. Смотрите, каких листиков красивых насыпала. Какая красота. Очень красиво. Так сегодня выглядит жизнь в Одессе. Каждый раз не знаешь, что будет дальше и что будет завтра. Но каждый из нас верит только в самое лучшее. До встречи в следующем видео из Одессы. Пока-пока. Мы вас искренне всех очень любим.